Powerbank на 20 тысяч миллиампер с быстрой зарядкой, как они заявляют, 65 ватт. Вот такой вот интересный Powerbank с вот таким вот окошечком с индикацией заряда, еще и с двумя Type-A, с одним Type-C, с microSD. Но для чего что служит, мы будем все разбираться в этом обзоре, вернее разбирать все в этом обзоре, да еще и проверим, насколько он честный. Так что на канале Технозон поехали. Слушайте, покупал это все. Во-первых, я покупал на Amazon, он есть и на AliExpress. На Amazon я брал в Украину через NP Shopping, для тех, кто спросит, если из Украины. С AliExpress, не знаю, доставляют, не доставляют, у меня не получается. Но ссылки и туда разместил в описании под видео. Я не знаю, с какого региона, поэтому берем, покупаем. Вообще, при такой цене поиметь 20 тысяч миллиампер, при этом честных, было бы очень неплохо. Он заряжает в две стороны. Теперь смотрите, в чем фишка. Я сейчас буду сразу вам показывать. Можно заряжать ноутбук. То есть, например, там мой маленький ноутбук, мой ультрабук Asus ZenBook, который там 65 ватт, 60-65 ватт, можно спокойно завести на это все действие. Потому что его потребление там, по сути, там, ну сколько? 65 ватт это в пиковой зарядке, а от 60 до 30 ватт он спокойно ест. И они тут пишут, для каких ноутбуков подойдет, для Apple Book Air, для Apple Book Pro, тут все, конечно, красиво, но я себе брал для смартфонов. Теперь смотрите, он совместим с зарядкой, допустим, для айфонов, то есть здесь есть Power Delivery, для большей части андроидов здесь есть Quick Charge, кстати, для андроидов, для Power Delivery тоже подходит. Он очень быстро сам по себе заряжается, при этом через быструю зарядку мы получали тут достаточно быстрый вариант. И здесь вот есть расписание того, как она заряжается через разные порты. Смотрите, если заряжается, а вот смотрите, они пишут на USB 2, что у нас 30 ватт максимум, это вранье, я вам сейчас покажу дальше тесты тех, скажем так, стандартов зарядки, которые поддерживают каждое гнездо, и на втором гнезде мы не получали ничего, кроме 5 вольт 2 ампера. Зато на первом гнезде все честно, и на Power Delivery все честно, тоже будет все интересно. Теперь дальше интересный момент. Если использовать USB 1 плюс USB 2 плюс Type-C, то это будет 30 ватт максимально. Если использовать USB 1 либо USB 2 плюс Type-C, это будет 18 ватт плюс 45 ватт максимально. Или USB 1 плюс USB 2, это будет 15 ватт максимально, а Type-C будет 65 ватт, по крайней мере, они заявляют. А заряжать можно, например, тот же самый Apple MacBook Pro 13 один раз, или Xiaomi 10 3 раза, или Apple 8 7 раз. Это, конечно, немножко устаревшая информация, я просто не делал такой вот интересный обзор на этот Powerbank, потому что раньше он мне не попадался, когда у меня были такие вот нормальные тестеры. У него есть защита от перезаряда, у него есть защита от глубокого разряда, от высокого вольтажа, от перегрева, от различных факторов типа электромагнитного воздействия. И подбираемся к самому интересному, то его емкости. Дело в том, что многие скажут, ну если 20 тысяч миллиампер, то неужели там он сможет зарядить мой смартфон на 5000 миллиампер 4 раза? Нет. Это будет меньше, это будет 2,5 до 3 раз. Я вам объясню, в чем проблема. Дело в том, что вообще емкость данных устройств исчисляется в ватт-часах. У данного вот этого вот Powerbank есть 74 ватт-часов. Вообще, слушайте, сначала подпишитесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, а потом уже будем с вами продолжать общение. 74 ватт-час. И эти 20 тысяч миллиампер получаются при 3,7 вольт. То есть номинально, если бы он заряжал ваш смартфон на 3,7 вольт, то мы бы получили бы 20 тысяч миллиампер. Вы смогли бы зарядить, грубо говоря, 4 раза. Но так как обычно все это преобразовывается как минимум в 5 вольт, то это будет меньше. А если, допустим, в 5 вольт 74 ватта, например, 74 ватта при 5 вольтах, это будет у нас 14 800 миллиампер реальных. А если мы будем заряжать при 12 вольтах на Quick Charge, то это будет 6000 миллиампер. И вы должны понимать, что в таком варианте у нас нет понятия емкости в миллиамперах, вот как мы привыкли это понимать.
Потому что здесь нет того же вольтажа, который есть в вашем смартфоне. Не каждый смартфон заряжается по-разному, и ноутбук в том числе. Но, чтобы понимать, есть ли здесь 74 ватта, мы прибегли к тестам. Сначала я вам показываю быструю зарядку данного пауэрбанка. При подключении к Type-C он заряжался у нас, вот этот вот пауэрбанк, до 60 ватт скорость была. И мы начали его разряжать. После того, как мы его разрядили в ноль, мы получили 74 ватта, 74,4 ватт-час. То есть это говорит о том, что на разрядку он нам показал какой-то реальный параметр. На зарядку он должен взять больше с учетом потерь. Кстати, разряд мы проводили вот таким вот образом. Мы взяли полностью заряженный Powerbank, 20 вольт 3 ампера и на нагрузку 150 ваттную. Фактически мы его разряжали на максимальную мощность 65 ватт. И здесь, кстати, мы видим, что 65 ватт он тянет. Видите, 65 ватт он отдает честных. И на этой скорости мы его, видите, вот разрядили в ноль. Сейчас я вам покажу. Разрядили в ноль. Все полностью в ноль посадили. Здесь он у нас показал 72 ватта на нагрузке. Но нагрузка у нас не показывает такой момент. А тестер у нас показал 74,4. Просто у нас нагрузка шла через тестер, и он потери тестера еще не досчитался из-за потери тестера. 74,4 ватт-час. То есть можно говорить о том, что по емкости разряда достаточно честная штука. После этого мы начали заряжать. То есть мы его с нуля запустили зарядку. Вот, пожалуйста, она пошла. И тоже его заряжали. Вот, с нуля у нас нолик. Через 2 тестера мы дали триггер для быстрой зарядки. Закинули на зарядку 18 ватт через microSD. Тут мы продолжили зарядочку. Уже у нас было 11%. 18 ватт он нам давал. Вернее, брал 18 ватт, мы показываем честные. В почти заряженном уже 66 ватт было. Это у нас, смотрите, опять при тех же самых 18 ваттах стабильных. 66 ватт почти. Это уже было 83%. И последний показатель. Вот мы заканчиваем зарядку. 75 ватт, 75,3 ватта он взял у нас на зарядку до 100%. То есть что на разряд, что на заряд, нам данный Powerbank показал достаточно нормальные цифры, и именно четко какие положено. То есть данный Powerbank имеет какие-то честные свои показатели, которые мы не можем оспорить, мы их подтверждаем. Идет он, кстати, в комплекте с кабелем быстрой зарядки. Вот, пожалуйста, вот у нас есть вот такой, я его покупал, вот этот вот голубенький. И в данном случае мы уже с вами имеем какую-то емкость. Но нам нужно еще проверить, все ли порты, как заявлено, имеют заявленный стандарт зарядки. А уже дальше мы с вами будем делать выводы. Давайте перейдем, чуть потестируем и дадим еще нагрузочку на все порты, попроверяем, именно фактически интересно. И уже встретимся чуть-чуть позже. Ну что, полностью заряженный Powerbank. Давайте снимем тут пленочку, чтобы было видно хорошо. Мы должны для начала протестировать с вами, какие стандарты зарядок он дает на внешний порт, на внешние порты. То есть у нас сейчас Type A Quick Charge до 12 вольт 2 и 3. Так, Samsung HFC 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP до 45 ватт, кстати. Теперь ждем МТК PE. Вот есть как есть. Я вам пока ближе покажи, приблизь. Не, просто зумом сейчас приблизим вам. Вот, пожалуйста, вам все стандарты зарядочки этого порта. То есть Quick Charge есть. Второй порт Type A. Так, второй порт у нас простой. Он не быстрый. Ну, что там у нас написано? Сейчас посмотрим. Они же там пишут какие-то эти. Но я по факту вижу просто 5 вольт 2 ампера. Все, что я вижу на втором порту. В принципе, можно вытыкать. А ну, смотрим, что у нас здесь написано. Ну, пишут 12 вольт. А ну, подожди, другие. Посмотрим тестером. Такое тоже бывает. Ну, нету здесь Quick Charge. Ну, нету. Если на этом порту у нас... А ну, смотрим. Вот на этом порту у нас есть все. На втором порту у нас нет ничего.
SCP 25 Вт, кстати, здесь показывает 12 вольт Quick Charge 2 и 12 вольт максимально Quick Charge 3. Да, а на этом порту у нас, смотрим, нет, тут ничего нет. Тут ничего нет. Хорошо, ну, как бы мы же должны показать всю правду, правильно? Теперь берем кабелечек и Type-C-шечку берем. Type-C-шечка, Type-C in. DCP, Samsung HFC до 12 вольт, до 25 Вт SCP, Quick Charge 2, Quick Charge 3. Ну, VOOC Dash здесь нет, это 100%. Power Delivery меня интересует. А он здесь на Power Delivery сбросился. Тоже такой тестер, интересно, надо его обновить уже давным-давно. О, а здесь 60 Вт вот этот вот порт. 60 Вт. Вот этот порт у нас поддерживает на Power Delivery 2 и Power Delivery 3. И, кстати, тоже Quick Charge 12 вольт, AFC 12, FCP 12. Слушайте, ну давайте попробуем его на честность его 60 Вт. Как бы есть у меня такое желание. Сейчас мы нагрузочку залепим. Очень хочется. Давайте включим Power Delivery Trigger. Смотрим. Power Delivery Trigger. Хорошо, включаем нагрузку. Сейчас посмотрим по вольтам. 9 взял 12. Не, 12 вольт максимально. 15 уже не берет. Все, 12 вольт максимально, 12 вольт 3 ампера. Посмотрим. А ну слушай, он же 66 ватт заявлялся. Блин. Аж интересно. Так. Переключаем с нагрузочкой. Здесь у нас уже 21 ватт. О, 15 вольт взяло. 27 ватт, 20 вольт, 37 ватт. Добавим чуть-чуть еще мощности. Нам главное 60 получить. 67 было в пике, да? Сейчас посмотрим. Что он нам еще покажет. Срабатывает у него защита. Это, кстати, хорошо. То, что есть защита. Вот мы сейчас, кстати, проверили с вами защиту. Сейчас пробуем еще. 60 ватт. 60 ватт, 61. Честные 60 ватт есть. Индикатор показывает 65, но он живет своей жизнью. Power Delivery. Порт честный, скажу вам. Вот это вот у нас порт зарядки, как мы видим. То есть что у нас здесь есть? Это зарядка in. Это самая простая, если заряжать через Type-C. Вы вот сейчас увидите, что у нас есть зарядка. Ну, вы видели уже, что у нас есть зарядка тоже быстрая до 60 ватт. То есть здесь честная зарядка. И чтобы вы понимали, что вы, грубо говоря, за час, вернее, что вы в данном случае будете заряжать 63 ватт в час. Ну, это вот так считается объем. Нормально. Давайте Type-A еще проверим. Вот на мощность, потому что они там заявлялись определенную какой-то момент. Включаем Type-A. Само собой, там Power Delivery триггера не будет. Здесь у нас Quick Charge 3. Сейчас включим. Смотрите, что у нас получится. Quick Charge съела. Максимально догоняем вольты, насколько он нам даст их догнать. 12 вольт, да, дает максимально. Сейчас смотрим по мощности. Догоняем здесь. Так, 22 ватта. Ну, насколько он погаснет? Сейчас будем по чуть-чуть добавлять. 23, 24, 25, 26. Я думаю, 27. Реальные, мне интересно, 31, 32. Все. 30 ватт, грубо говоря, фактических 30 ватт. Слушайте, ну, в этот порт 5 вольт 2 ампера. Я вам скажу, достаточно честный. Мы уже видели по объемам. Power Delivery имеет честный 60 ватт.
Здесь имеет честных 30 фактического замера, здесь 5 вольт 2 ампера. Этот не для зарядки. И индикатор есть. Металлический, удобный, хотя и тяжелый. 20 тысяч миллиампер. Переходим и делаем выводы. Слушайте, ну что я могу сказать? Достаточно честный зарядник. Да, есть нюанс по второму порту. Мне так и не удалось завести на нем QX Charge, как они заявляют. Поэтому я констатирую факт. Но мне этот Powerbank нравится. Я его использую, оставил для себя. Я его рекомендую. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.